Привет, мои дорогие! Новостей не так много, как на выходных, но все-таки они есть и есть о чем задуматься. Лавров говорит о том, что все после того, как полетел буревестник, притихли немного, нету по дип-каналам никаких сообщений, ничего. Но вскрываются там многие подробности по поводу подготовки Макрона к вводу войск в Украину. И это планировалось там, по-моему, с 2024 года. Я об этом прочитаю конкретно. Это заявляет Нарышкин. Ну и многие всякие другие интересные вещи, которые стоит рассудить. Особенно про буревестник, дорогие мои. Погнали. Тут есть интересная статья о подгорании у европейцев, о том, что их война может быть проиграна. Но я вам скажу одну интересную вещь, что там есть ястребы войны в Европе, которых становится все меньше и меньше. И вот Германия с Францией отваливает от этого, Италия, Испания уже давно отвалила. Но, к сожалению, Зеленский стучит на Испанию и стучит, что на нее давит Трамп. И Педро приходилось встречаться где-то там, как они называют, на полях. Вот. Ну, поехали по новостям. ЕС усиливает давление на страны, не желающие финансировать Украину. А как они могут усиливать давление? Вот объясните. И что такое ЕС? ЕК, да. ЕС, если считать там, как мы видим, да, там Британию Макрона, у которого там страна просто, ну, я не могу выражаться, да, и кто? Мерц отваливает, потому что у них экономика уже все. Другие-то, кто такие ЕС? Вот у меня вопрос. ЕК, да, я поверю, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен и весь этот эстонский помет. В это я тоже поверю. Но я не поверю, что ЕС. Я не вижу там ястребов, которые очень хотят превратить свои страны в нищие ради Украины. Я не знаю, да, пробить дно украинское. Никто не хочет. Поэтому ну, тут как-то вообще... Вот. Еврокомиссия уже понимает, что ее запасной вариант выпуск еврооблигаций для кредита Киеву на 140 миллиардов евро вызывает еще больше возражений, чем идея использования замороженных российских активов. И если кто не в курсе, они, конечно, выглядят сладенько, знаете, такие, но притронуться к ним очень тяжело, потому что последствия за это будут. И хотят взвалить все на Бельгию. А Бельгия не хочет этого, потому что эта маленькая страна понимает, что она просто будет остаток своего существования в рабстве у России. Бережливые страны, такие как Германия и Нидерланды, не хотят увеличивать долговую нагрузку налогоплательщиков, а Франция и Италия уже перегружены долгами. Между двух зол выбирают меньшее. Именно на это рассчитывает Еврокомиссия, что Бельгия и другие сомневающиеся страны поддержат использование замороженных активов, чтобы избежать еще более рискованного варианта совместных заимствований ЕС. Вот у меня вопрос, как вот Бельгия может из сомневающейся страны превратиться в нормально? Это перевожу, взяли двухстволку, развернули на себя, нажали на курок и вынесли себе мозг или остаток того мозга. Ну не может, если Бельгия, я вчера читаю, да, сама оттормаживает это. Ну как они могут это сделать? Ну это же самоубийство, об этом Бельгия сама говорит. Есть третий вариант, ЕС может искать 25 миллиардов евро российских активов в других странах блока, но это займет больше времени, чем есть у Украины. Подчеркиваем ключевое. Трамп сейчас катается по Азии для того, чтобы найти себе союзников, давить на Китай. Китай всю эту Азию уже выкупил с потрохами. Китай через дипломатические каналы, такие как вот там в той же Малайзии, вы знаете, там огромный процент китайцев живет, ну я имею в виду национальности в Малайзии, там на разных этих местах. Ну, почитайте демографию, какая в Малайзии, кто из чего, из кого там состоит. А та же Япония, мягко выкупленная Китаем. Да, и другие там страны, Таиланд и все остальное. И вот Трамп там катается, рассказывает, сегодня он у японцев был, я вам покажу, там, он хоть улыбаться начал, наверное, она веселит его своим внешним видом, но да ладно. Но он-то собирает, потому что они понимают, что они ничего сделать не могут России. Ничего. И он пытается уже напрямую пойти влиять на Китай. Угрозами Венесуэле,
нахождение там союзников и так далее. Япония, можно, знаете, там 20 лет назад, да, эта страна была с прогрессом, когда были там Sony Walkman, мы помним, да, там с сенсорными кнопочками, как только, потому что эти кассеты мы на ручках вертели, чтобы не тратить батарейки и так далее. Там первые CD-плееры и так далее. Но это не 20, даже 30 лет назад. Последние там 10 лет я ничего не слышу от Японии. Там Южная Корея давно их обогнала. На что он рассчитывает? На какие-то воспоминания о крепком союзе с Австралией, со всеми этими? Поехали. ЕС спешит на двух фронтах. К марту у Украины могут закончиться деньги, а формирование альянса Венгрии, Чехии и Словакии, тоже ключевик, дорогие мои, скептически настроенный Киеву. Может затруднить принятие решения, кажется, сейчас или никогда. Понимаете? И теперь мы понимаем, кто толкает их на это. Британия толкает их на это. Британия вместе с этим придурковатым Джонсоном выбежала из ЕС, а теперь они, типа как партнеры, толкают. Так они и финнов толкали в начале 20 века воевать против России. Не договориться о территориальных уступках, да, ну, потому что они понимали, что Германия пойдет на войну, и говорили, что давайте вот там, потому что там опасно, там до Питера близко. Но британцы их там науськали, и как результат понимаете. Поехали дальше. В новом отчете, это Политика пишет, говорится о том, что Венгрия самая худшая страна в ЕС по уровню верховенства права. Это уже пошло давление прямое. Страна, возглавляемая правым лидером Виктором Орбаном, получила оценку 0,5 из 1 возможных. Самый низкий показатель верховенства права среди 27 членов Европейского Союза. И это на 0,2 ниже своего показателя 2024 года. То есть у них было 0,48. Сейчас я вам там дальше прочитаю, там много чего интересного. Поехали. То, что говорит Нарышкин. Служба внешней разведки России утверждает, что Франция планирует отправить в Украину до 2000 своих солдат. Костяк формирования, по мнению СВР России, составляют штурмовики французского иностранного легиона, как я и говорил. Сами французы воевать не пойдут. У них есть колонии. Французский легион как раз и состоит из тех, кто не французы, дорогие мои, а те, кто получили гражданство после того, как отслужили во французском легионе. Отметим, что подобный сценарий выглядит крайне маловероятным, так как лидеры ЕС неоднократно подчеркивали, что без гарантий безопасности со стороны США воевать с Россией не будут и посылать свои войска не рискуют даже в западной области Украины. Вашингтон, в свою очередь, неоднократно давал понять, что никаких гарантий европейцам предоставлять не намерен. Но хочу сказать еще одну вещь, что зная Трампа, он может развернуться и дать им гарантии. Давайте, огонь. Хотите, у вас там есть свои колонии, будете их туда заряжать и так далее. Хорошо, давайте послушаем Лаврова. Он сегодня делал заявление по поводу того, что вытворяет Европа с блоком НАТО. НАТО. Погнали. На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров. Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в Анкоридже, причем выработан на основе американских предложений. Ну, это, мне кажется, постоянная реплика Лаврова, что доказывает, что Россия не собирается отступать от своих принципов СВО. Поехали дальше. У нас же Покровск, дорогие мои, и уже Зеленский даже признал, что да, они отправили туда отряд ГУР, которые там размотают дроны. Ну, погнали. Российские войска находятся на грани закрепления в ключевом районе Покровска. Покровское направление, промзоне, пишет украинский боец с позывным «Мучной». Это еще один боец, который дает актуальную информацию, которая происходит на фронте. По его словам, контролируемых участков Украины становится все меньше. Если российские силы закрепятся в этом секторе, это будет настоящий и матерное слово капец.
И если сейчас мы уже стоим на грани того сценария, любое проседание это может обернуться катастрофой, пишет военный. Он также спорит с теми, кто говорит, что ситуация там контролируется со стороны ВСУ. Погнали. Что касается так называемой стабилизации на этом направлении, о которой кричат господа офицеры, то это чепуха для успокоения. На земле бойцы видят другую картину. Войска России давят, расшатывают позиции, и ситуация там далека от стабильной, заявил Мучной. Я, конечно, с уважением отношусь к таким, потому что он называет там ни чмобики, ни другими обзывательскими словами некрасивыми, да, там в сторону врага. Вот. Он называют все своими именами. Войска России, понимаете? То есть я даже на этом уровне понимаю, что вот это называется боец, да, который может рассказывать все честно и так далее. Я не хочу его фигуру как-то поднимать, я хочу просто обратить внимание, что люди, которые дают оценку 100% происходящей в данном регионе или в других регионах, относятся также с уважением к своему врагу. Поехали дальше, дорогие мои. Ну, а что мы слышим с другой стороны? Сырские, я же уже рассказывал, да, они удерживают фронт. И также я вам рассказывал о том, что можно понять проблемы только потому, что нет наступлений. Все, это значит, что не хватает ресурсов. То есть наступательный ресурс переходит в оборонительный. И это уже говорит о том, что ресурсы исчерпаны. А также они уже подключают там спецназовцев, да, которые совсем по другим задачам. То есть сейчас можно устраивать какие-нибудь протесты, да, ну там националисты сидят, они сейчас займут это место. Но если собрать профессионалов, они смогут захватить парламент, потому что нету спецотрядов. Там, ну, я имею в виду банковую могут захватить. Потому что эти спецотряды как раз созданы для этого. Но их сейчас, ну и там контрдиверсионных каких-то вещей, там контртеррористических, там от захватов самолетов и так далее. То есть их сейчас собрали и кинули на фронт. Почему? Потому что беда там. Беда. Это, знаете, такие некие сигналы. Основной сигнал, как я и говорю, если нет никаких наступательных акций, о которых говорит Зеленский, то значит проблемы на фронте. Потому что эти все наступательные идут в оборонительные. BBC. Я обожаю трактовку BBC. Вот слушайте. Власти сообщили об ударе на базе отдыха в Черниговской области. BBC Россия. Власти чьи? Так, надо определиться, на самом деле. Второе. Чому не державную, если власти? Они подчеркивают, что власти Украины. Но при этом не пишут нигде, что это власти Украины или руководство Украины или кто-то еще. Понимаете, они пишут власти. Это значит, что их власти. То есть здесь мы уже видим, что у BBC Россия власть это Зеленский. И пишут на русском. Через какое-то время, я думаю, там националисты возьмут их за жопу, и BBC Россия уже будет на украинском языке. Поехали дальше. Российский, опять же, хочу заметить, кто читает BBC. Ни слова о том, что происходит. Ни сколько погибло детей в России. Ни сколько людей погибло там при атаках. Потому что погибают люди, да. Вот когда там прилетело на этот пластмассовый завод, там погибло много людей. 0. BBC об этом не говорит. Но если прилетит где-то там, я не знаю, во двор куда-то, сбитый шахет, распишут все, сколько тараканов погибло там, моли и мух. Но то, что на Украине, но не в России. Российские военные вечером в понедельник нанесли удар по базе отдыха в Черниговской области. Пострадал 1 человек, пишет «Украинская правда». Да, еще 3 мухи, 2 таракана и клопы и все остальное. Со ссылкой на главу Новгород-Северского района военной администрации Селиверстова. По его словам, на базе пострадала пожилая женщина. Начался пожар, который быстро потушили, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот это просто демонстрация BBC.
Да, вот для чего они созданы. Поехали. У нас тут Трамп, вот с этой веселой женщиной, ему самому весело стоять рядом с ней. Потому что когда он сидел с премьер-министром Малайзии, выглядел он куда унылее. Честно. Посмотрите на это. Серьезно. Охотник за редкоземом и Нобелевской. Я бы так назвал эту статью. Опять же, это BBC пишет. Трамп встретился с новым премьером Японии Санае Такаити. Президент США прибыл в Токио, где провел переговоры с премьер-министром Японии, первой женщиной на этом посту. Стороны обсудили торговлю, безопасность и расширение военного сотрудничества. Внимание, да? Ключевое слово. Они также подписали рамочное соглашение о гарантиях поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Когда Китай начал ограничивать США в редкоземельных металлах, Трамп начал резко брать такой нарратив, что в Америке скоро будет столько редкоземов, что мы даже не будем знать, куда их девать. Вот он и катается. С Малайзией подписала редкоземельных, с Японией подписала редкоземельных. Ну, посмотрим. Это соглашение было заключено после ужесточения Китаем экспортного контроля над редкоземельными металлами в октябре, что побудило Вашингтон пригрозить 100% пошлинами на китайские товары. Давайте я вам объясню, что такое редкоземельные ограничения. Трамп вводит санкции против России, против Китая и так далее. Он вводит, он пугает их, да, он и вел там. И вот, допустим, любой какой-нибудь китайский гаджет, который стоит здесь там в Европе 500-600 евро, он будет стоить там 800-900 евро в Америке. И Китай также смотрит на то, что Америка делает из этих редкоземельных металлов оружие. Они им нужны редкоземельные металлы только для оружия. Ну, не в большинстве случаев. Конечно, там для бытовых, для автомобилей, для еще чего-то. Но в большинстве случаев, конечно, это для оружия. Оружие, с помощью которого Америка будет вместе через прокси Зеленского воевать с Россией. И если продавать им редкоземельные металлы, это вам зависимость, да, показываю, Америки. Они будут изготовлять оружие, с помощью которого будет Зеленский воевать против России для того, чтобы победить Россию, а впоследствии, дорогие мои, впоследствии и Китай. Поэтому зачем изготавливать патроны, отдавать их своему врагу для того, чтобы враг передал своему союзнику, чтобы застрелить. Потом же Китай. Конечно, Китай будет делать, они тоже хитро это делают. Они говорят, что мы тоже боремся за мир. И эти редкоземельные металлы, которые идут на оружие, мы не будем вам давать, потому что мы боремся за мир, дорогие мои. По данным японских СМИ, Такаити также намерена выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Трамп похвалил Такаити за сильное лидерство и отметил историческое значение ее назначения. Визит Трампа в Японию проходит в рамках его турне по странам Азии. Главным событием, которое должна стать встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. Хочу сказать, что мне кажется, что самая большая ирония будет впереди Трампа, да, кульминация, можно так сказать, когда Си откажется с ним встретиться. Он уже отказывался с ним встретиться, когда он приезжал, и вот сейчас, да, он там катается вокруг Си, там обглаживает его, набирая себе какие-то баллы, вес и так далее, как любит Трамп делать, знаете, в бизнесе. И кульминация Си такой: да нет, не хочу, как с немцами, не хочу я с тобой встречаться, иди давай, до свидания. Поехали дальше. Россия этой ночью атаковала газовую инфраструктуру в Полтавской области. Как сообщили источники РБК Украины, в Полтавской области ударами повреждены объекты газодобычи. Вот хочу заявление Зеленского сделать, которое он делает. Пришла посылочка, дорогие мои, поехали по заявлению Зеленского. Зеленский сообщил, что Украина планирует получить до 250 новых самолетов. Это и F-16, и Грифен, и Рафаэль. Я веду 3 параллельных переговоров со шведами, французами и американцами. Общий запрос — флот из 250 самолетов, заявил Зеленский. И давайте так, я когда читал, там и Бельгия ему обещает эти F-16 уже к 30-38 году. И кто угодно ему обещает эти 1, 2, 3 выделили.
250 сразу же. 250. Я не понимаю. Уже, я не знаю, даже самый пробитый Славик уже прекрасно понимает, что там счет будет, 15 максимум выделят. Ну как это, 250. Если даже посмотреть, что делает Британия, я вот вам читал эти новости. Британия у Турции хочет купить 40 еврофайтеров для себя. А Зеленский 250. 250. Ну вы поняли, да? Для чего это? То есть это уже опять такое жесткое пудрилово мозга. Он также подтвердил боевое применение украинских ракет «Фламинго» и «Рута». Было боевое применение, это он подтвердил. Делаем все, чтобы в этом году попробовать не по одной, по две, по три, а серьезно попробовать. Это значит, что летело 50, долетела одна, упала рядом, взорвалась, и там что-то произошло. Потому что российское ПВО также прогрессирует, опять же, с партнерством, с китайским партнерством, дорогие мои, с китайским. Потому что китайские специалисты 24/7 мониторят то, что происходит. И также искусственный интеллект обучают. Потому что эту уже тему убрали куда-то на задний план. Зеленский хвастался, что у них есть данные, которые могут использовать для обучения искусственного интеллекта. Так у России тоже есть эти данные, и китайцы их используют, эти данные. Также эти данные используются для ПВО, для нанесения определенных ударов и так далее. Понимаете? По словам президента, я не могу называть его так, шахеды становятся опаснее баллистических ракет. Мы сбиваем баллистику там, где стоят Патриотом. Знаете, когда прилетают в нее, они сбивают. Там упала ниже 9% сбиваемость. А чтобы сбить столько шахедов, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты. Много зависит от погоды. Я выложу у нас в телеграм-канале спич Гончаренко, который рассказывает о том, что блэкаут сделали в гостинице «Москва», но не в Москве. Но у людей, которые в Киеве сидят, там по 4-5 дней нет света. Да, во Львове воды, там, в Чернигове вообще полный блэкаут. И добивают их дальше. На Сумщине, Харьков практически, да, и поехали дальше. То есть уже Россия берет именно большими областными центрами и тушит их. Вот там есть блэкауты. Но мне непонятен, как это сказать, посыл его видео. Это к тому, что нужно бомбить Россию? Или что? Вот этот посыл непонятен. Что типа он взывает Зеленского довести дело до конца? Бомбить Москву, сделать там блэкаут? Непонятно. Поехали. Вот интересная новость. Венгрия намерена создать в рамках ЕС коалицию с Чехией и Словакией, чтобы сформировать антиукраинский альянс. И у них получится, мне кажется. Но зависит от Чехии. Словакия, она такая, вы знаете, она там вытанцовывает. Сообщает политика со ссылкой на политического советника Виктора Орбана. Потому что он висит за одну ногу. По данным издания, цель инициативы согласования позиций 3 стран перед заседанием Европейского совета и проведение совместных встреч лидеров перед саммитами ЕС. До создания полноценного политического альянса еще далеко. Однако его формирование можно серьезно затруднить усилия Евросоюза по оказанию финансовой и военной поддержки Украине, отмечает политика. Дорогие мои, я просто хочу сказать, что некоторые считают, что вот эти вот противостояния, которые идут, да, там, убрать у Украины деньги, да, вооружение или принятие ее куда-нибудь там. Считают, что это там подрыв стремления Украины быть свободной. Она не свободная, Украина не свободная. Она не свободна еще с того момента, как пришел Кучма к власти. Она не свободная. Она проедена червями, олигархическими червями, узурпирована все сектора. То есть там в Конституции написано, что тебе земля позволена, так ты ее не можешь получить. Украина не свободна. И с наступлением войны и диктатуры Зеленского Украина стала хуже Северной Кореи. Ходят там рилсы, даже наш Назарчик записал, когда северокорейский папа пугает там дочку северокорейскую, что он ее отправит в Украину. Понимаете? То есть уже настолько все плохо. И когда люди говорят, что зачем это ж... Ты же поддерживаешь тем, чтобы Украине не помогали. В чем? В том, чтобы режим процветал, олигархический причем режим.
Это не народный режим, это не народное восстание. И далеко не народное восстание. Это видно сразу же. Это даже не восстание. Это то, почему режим Зеленского отрабатывает по чьему-то сценарию. И вот каждый такой, кто за то, чтобы Украине не помогали, как раз за то, чтобы тем, кто написал сценарий, не получилось получить конечного результата этого сценария. Вот почему все против этого. Также Орбан, мы, как украинцы, да, которые достаточно адекватно мыслим. Потому что я читаю, мне в комментариях там пишут на русском языке украинские патриоты о том, что зачем России столько земли и так далее. Так дело не в украинской земле. Дело в том, что это было братское союзное государство для всех, а стало вражеским государством. Понимаете? Вот для чего это делалось. Для смены режима, для того, чтобы убрать нацистов, для того, чтобы убрать воинственность. Понимаете? Если Украина хочет воевать, так давайте это сделаем все вместе. Но против кого мы будем воевать? Россия не собирается ни на кого нападать, потому что знает прекрасно, это будет объединять кого-то. Для чего? Зачем воевать? Можно деньги зарабатывать. Это же с приходом Трампа был основной девиз России. Но никто это не слышит. И, как Лавров заявил, все европейские вот эти члены блока НАТО, они хотят воевать. Хотят не воевать, а выполнять тот сценарий, который написан, в котором было написано, что Украина должна воевать за свою свободу. Мы видим эту свободу, когда ловят на улице, проламывают череп, и человек даже никуда не доезжает, даже дальше больницы, он умирает в этой больнице. Вот такая свобода. Я вам еще одну вещь скажу. Когда вот этот ТЦКшник отбитый лупит чего-то сына, до смерти причем, он делает это от получения удовольствия. Понимаете? Потому что бить до смерти может только какой-то маниакальный психопат. Но не человек, который за свободу борется. Как можно быть убийцей собственного народа и говорить про какую-то свободу страны? Это все люди, воспитанные Кучмой. Это все режим Кучма. Он вырастил этих психопатов отбитых, которые сейчас и орудуют. И он вырастил этого ублюдка зеленого, дорогие мои. Так что не надо рассказывать нам, что мы против украинской свободы. Мы наоборот за нее. И я еще раз хочу сказать, когда ребенку колят какой-нибудь антибиотик, он боится этого страшного, он боится той иглы, которая зайдет, и той боли, которую создаст антибиотик. Но он не понимает, что этот антибиотик вылечит его от этой болезни. И вот сейчас как раз и происходит. Засовывается эта игла и вкачивается этот антибиотик для того, чтобы выздороветь от тех 30 лет просто фатального ужаса. Не тотального, а фатального. Посмотрите, страна, что с ней происходит. Поэтому нужно это понимать, что в чем свобода? В смертях, в закрытых границах, за вытирание человеческого права какого-нибудь, которым потом там они где-то, они же рассказывают про то, что вот там Путин забирает у украинцев там свободу и так далее. А сами что делают? СБУ стало просто основным регулятором всего. Всего и в медиа, и в политике. Где-то кто-то что-то написал? СБУ. Где-то в парламенте кто-то что-то сказал? СБУ. И так далее. То есть не какие-то суды, да и вообще свобода слова, вы сами должны понимать. Они Конституцию вынимают только когда нужно показать России что-то, что они не могут принять по Конституции какие-то территории, да, именно по Конституции. Но когда человек, проживающий внутри страны, являющийся гражданином страны, у которого есть право, и большое право, прописанное в Конституции, они ему этой Конституцией проламывают череп, чтобы вы понимали. Поехали дальше. Тут у нас поляки. В Польше ужесточили контроль за денежными переводами украинцев, пишет издание In Poland. По информации издания, налоговая служба начала проверять даже небольшие транзакции без указанной цели платежа. Если деньги поступают регулярно и без объяснения, то это могут считать скрытым доходом. В таком случае счет могут заблокировать до 72 часов, а иногда даже на 3 месяца. Дорогие мои украинцы, криптовалюта. Видите, Россия уже обогнала
многие страны, которые лидировали в криптовалюте. Ну, украинцы. Криптовалюта. Используйте ее. Пожалуйста, есть много инструментов. Используйте ее не для торговли. Есть там стейблкоины. Вот через стейблкоины, там USDT, USDC вы можете проводить друг с другом торговлю. Пожалуйста. Я, допустим, когда кому-то помогал в Украине, я все через криптовалюту. Все принимают в Украине криптовалюту. Почему здесь нельзя, в Европе это делать? Можно же делать. Живут же все за криптовалюту. Нет ни ограничений, ничего. Транзакции, которые занимают там, ну, смотреть через какую сеть, там, до минуты и так далее. Не надо подтверждения паспорта, нет никаких лимитов, ограничений и так далее. В России уже используют. Так что так, дорогие мои, на этом пока у нас с новостями все. Дальше следим за новостями, поэтому обязательно подписываемся, чтобы не пропустить ни одной новости. Я хочу сказать, что к нам уже подключаются иностранцы. Я имею в виду в большинстве случаев немцы, потому что я смотрю по количеству включенных субтитров. Потому что я сейчас начал включать субтитры, и надо нам их как можно больше, потому что просветление у них будет как можно больше. И это будет информация распространяться, потому что мы здесь не занимаемся тем, что придумываем какие-то фейки. Мы здесь сидим, анализируем о том, что происходит на самом деле. И я считаю, что этот анализ очень важен для европейцев, для того, чтобы европейцы понимали и осознавали то, что происходит в действительности, потому что их как раз обеднили информацией, понимаете, обеднили. Убрали какие-то источники, сказали, да фу, нельзя, там, тот террорист, Путин демон, дьявол и диктатор и так далее, хочет, скоро на вас будет наступать, дорогие мои. Поэтому я, к сожалению, не нашел способ, как можно делать это с помощью голоса, ну, я имею в виду, с помощью... Я нашел, но он еще очень дорогой. Очень дорогой. То есть там 4 языка будет обходиться мне в 160 евро, чтобы я переводил на 4 языка. К сожалению, я не могу такое потянуть на каждом видео. Вы знаете, 2-3 видео в день, это где-то до 500 евро будет выходить. Это супер дорого, дорогие мои. Поэтому хотя бы субтитрами. Подписываемся, кто не подписан. Всех своих подписчиков просто супер обнимаю, супер обожаю. Еще раз говорю, 51% подписчиков смотрит, а 49% нужно нажать кнопочку подписаться. Всех обнял, мои дорогие.